Всем привет! Сегодня 1 февраля 2023. Обсудим следующую тему. Она касается жизни и украинцев, и тех, которые населяют Российскую Федерацию, граждан, да и белорусов, и поляков, и тех, кто в Украине, и вне Украины, да и немцев и так далее. Тема следующая. Это что будет делать Путин в ближайшие буквально 10 дней и как это может все отразиться на Украине, ну и, соответственно, на других странах. Первое. Применим, опять-таки, я же говорю, свод-анализ, пест-анализ, некоторые другие вещи, мне об этом пишут. И говорят, что вот если применить свод-анализ и пест-анализ к Украине, то ситуация очень такая, выглядит очень-очень плохой. Я с этим вынужден, конечно, согласиться в самом деле. Но давайте применим это к Российской Федерации, к Путину. Что для Путина в февраль готовит? Февраль это, как известно, 23 года, это месяц, собственно, 24 февраля будет год, как Путин развязал второй этап геноцидно-террористической войны против Украины. Это реальность, это данность. Понятно, что огромные Россия понесла потери, и говорим пока про Россию, не про Украину. Естественно, что тяжелейшая у них экономическая, финансовая ситуация. Будет ли она для Путина улучшаться? Я считаю, как политэконом, финансист и прочий специалист, считаю, что хороший, не будет. Будет только ухудшаться. Смотрите, все эти трепыхания по поводу нефти, нефтепродуктов, газа, что они преодолеют Путин, там это они все губы надувают, что у них все классно будет, что они преодолеют эти санкции, ничего это у них не получается. И сегодня тому подтверждение, опять нефть Уралс, вместе с Брентом и с ВТИ снова пошла вниз. И сегодня Уралс где-то на уровне 31 января, 1 февраля 2023 года он на уровне где-то $56 за баррель. Это его цена на бирже, фьючерсные контракты. А если реально он продается, то там безумный просто дисконт. Вот если брать Индию, то уже, там есть заводы совместные российские и индусские, которые находятся на территории Индии. Я вам про это рассказывал, там Сечин очень в этом преуспел. Это дисконт $15-20. То есть реально это где-то не выше, скажем так, $35-36 за баррель. Это, конечно, для Российской Федерации очень маленькая цена, потому что потери от ведения войны, они каждый день с Украиной, они каждый день растут, и затраты на это растут. Плюс, уже видно, что исчерпывается постепенно этот его фонд национального возрождения, будущего и так далее. И в целом не поднимаются их запасы золота валютные для того, чтобы поддерживать российский рубль. Сегодня он опять начал пикировать. Конечно, еще не доходит он до, чтобы $1 был 75 российских рублей, а 1 евро 80. Пока этого нету, то есть это реальность такая. Но уже эту границу опять где-то $1, 71 российский рубль он преодолел, а 1 евро уже больше 76, уже к 77 идет за рубль. То есть это, конечно, удручающая ситуация. То есть как только их Центробанк Набиуллина прекращает поддерживать российский курс рубля, он начинает падать. Это объективная реальность, она никуда не денется, она будет наоборот усиливаться. Особенно будут плохие события, когда сейчас уже буквально через несколько дней, где-то 4-5 февраля, будет введен потолок на эти нефтепродукты российские.
Конечно, там очень много развелось серых схем, там появились, так сказать, разные те, которые продают эту нефть через какие-то левые эти танкеры и так далее, ее смешивают с другими сортами, но это все равно не меняет генерально ситуацию, нефть российская не увеличивается. Более того, опять пошло снижение на газ, и там чуть ли на 30% опять эти контракты не упали. То есть для Российской Федерации, у которой по-любому нефть, газ и нефтепродукты являются абсолютно ключевым источником их экспортных надходжень, и я так понимаю, что все идет к тому, что больше же ничего нету, понимаете? То есть больше практически что? Ну, продовольствие. Но продовольствие, многие вещи под эмбарго. Минеральные удобрения тоже. То есть они не в состоянии еще что-либо экспортировать в каких-то больших объемах. Ну, там золото. И то им по золоту тоже ограничения. По алмазам ограничения. То есть их прессует, Запад их прессует по полной программе. То есть у них идет падение всех экспортных доходов. Да, они там это что-то показывают, рассказывают, мне там в комментариях пишут, что мы будем, наш папа сибиряк, мы будем держаться. Ну, держаться это что можно. Но, тем не менее, финансово-экономическая ситуация для Путина очень плохая и для их экономики в целом. Более того, затраты на ведение войны, они все время увеличиваются. То есть, ну, мы это увидим, они в нынешнем бюджете где-то установлены в рамках 11-12 миллиардов долларов. Это выходит, там, сейчас я вам точно скажу, ну да, это 440 миллиардов где-то в месяц выходит. То есть, где-то уже они в месяц будут выходить так точно на 15 миллиардов. То есть это очень много. Это только по ведению боевых действий. Оно может быть уже и больше. Может больше. В общем, надо сейчас будет, может вы еще тоже мне в комментариях напишите, мы вместе посчитаем, посмотрим, что там у них в бюджете выделено и приблизительно прикинем, выйдем на день, то есть затраты на день, какие они несут. Как только они, я так понимаю так, что как только он выйдет где-то на 4 миллиарда в день долларов на то, чтобы вести войну, это уже будет очень много. То есть это где-то выходит за, ну, просто безумные цифры, правильно? Это сейчас у него где-то, так я понимаю, где-то порядка, ну, в месяц это где-то 30 миллиардов уже они подходят по полной программе, еще же закупка вооружения надо, это надо все эти материалы находить, эти запчасти вести. Ну, это колоссально, это безумие. Вот, в принципе, вести войну в 21 веке, то, что сейчас Путин делает против страны, которая имеет очень близкий по всем параметрам для тебя народ, социум, это, конечно, это полное безумие. Ну, как такого человека назвать? Ну, это садист, убийца, там, как другого понимания, безумный человек. Так можно, если даже уже даже не человек, а существо. То есть он получает удовлетворение, убивая, разрушая соседнюю страну. То есть это иначе как безумием назвать нельзя. Но тем не менее он продолжает это делать, и он будет делать. Но финансово-экономически у него все время сокращаются у Путина эти возможности. Они реально сокращаются. То есть он реально ведет Российскую Федерацию к банкротству. Должен будет дефолт быть, должен быть развал, должна быть девальвация, начнет расти инфляция, будет как у Эрдогана. В принципе, это тут больше ведет войн, да, он с курдами ведет, в Сирии давно, он меньше в этом плане, экономика и так далее. У Путина это будет немного дольше в этом плане. 23-й год практически его к этому приведет. Вот, то есть у него, про что я хочу подчеркнуть здесь, что у него стратегической перспективы финансово-экономической вести долго войну у него нет. Это не считая, что, по сути,
уже потеряно очень много, сотни тысяч людей, которые обеспечивали функционирование народного хозяйственного комплекса. То есть они или уничтожены, или стали инвалидами. Их надо теперь тоже содержать. Правильно? Но Чечню надо содержать полностью. То есть это абсолютно дотационная территория. Абсолютно. То есть еще кроме ведения боевых действий надо поддерживать убыточные территории, которые ничего не приносят, а просто поедают деньги, которые создают другие субъекты, национальные, я бы так сказал, субъекты Российской Федерации. Там Татарстан, например, Башкирия или Воронежская область, Белгородская область, это славянские области. Они являются донорами, а Чечня, это вообще Кавказские республики, это чистые реципиенты. Они просто содержатся за счет доноров. Нефтяных там, или Якутия, это добыча алмазов, золота и так далее, там Норильский край. То есть есть очень много славянских субъектов, плюс так называемые национальные республики, добывающие сырье энергетическое, которые содержат Кавказские республики. Естественно, это абсолютная несправедливость, но местных этих всех элит и населения, их это устраивает. Пока. Но в целом идет падение финансово-экономического потенциала и ресурса Российской Федерации. Путин, конечно, это понимает. Плюс он понимает, что он в 2024 году по-любому выборы. То есть или надо отменять тогда выборы и себя провозгласить верховным этим самым правителем над Российской Федерацией. А если идти на выборы, ну так тогда надо как-то это все мотивировать. А чем мотивировать? Мотивировать, собственно, уже нечем, потому что военных успехов тоже нет. То есть, да, есть вот эти совершенно кровавые, абсолютно бесполезные, совершенно уничтожающие огромное количество людей, молодых, мужчин, вот это идет сражение на этом фронте. Совершенно безумное, никому не нужное. Ни с российской стороны, ни тем более с украинской. То есть там, я уже не раз говорил, это гибнут украинские патриоты, националисты, харизматы, пассионары. Это лучшие гибнут. Вот. То есть для Украины тоже это очень плохо все. Но для Российской Федерации, для Путина вот это тяжелейшие боевые сражения на фронте, за эти маленькие какие-то села, там, дороги, там, это прочее, ну, там, за Бахмут, еще за какие-то там эти окружающие поселки, ну, все это разрушено, уничтожено, там, Угледар. Это естественно, что это просто надрывает его тоже всю финансово-экономическую, демографическую систему. То есть это гибнут каждый день, там где-то 700-800 здоровых мужиков, это не считая вагнеровских этих рецидивистов, бандитов, которые оторваны от семей, не говоря о раненых, еще считайте столько же, даже там сейчас морозы и так далее, то есть люди гибнут в значительно больших объемах, то есть раненый он же и не выживает там. То есть это люди тоже инвалиды, их надо содержать, социальные программы, надо какую-то помощь выплачивать и так далее, и так далее. Это их всех вырвали с народного хозяйства, они были производительными силами, да, то есть это по-любому найти им замену невозможно, плюс несколько миллионов выехало и не собирается въезжать, и этот процесс выезда продолжается, то есть у него идет колоссальный отток квалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы на уровне инженеров, на уровне работников менеджерского, производственного звена, цеховых мастеров и так далее, и так далее. То есть водители, трактористы, комбайнеры и прочее, прочее. То есть фактически идет колоссальное снижение уровня производительных сил, рабочей силы в данном случае.
Естественно, это оно сразу не сказывается, но рано или поздно, то есть уже к весне, эта потеря такого объема людей станет во всех уровнях, во всех отраслях, она станет очень явной. То есть здесь тоже для Путина перспективы никакой нету. Ну-ка, что у него? Международная абсолютная изоляция. Ничего он сделать не может. Даже китайцы, с Ираном он уже поссорился, побил горшки в результате договоренности с Израилем. То есть, когда он им передал Израилю геолокацию иранских главных военных объектов, и это послужило окончательным решением для Израиля и США нанесения ударов по Ирану. И они будут продолжаться. То есть с Ираном уже ситуация ухудшается. Китай, его тоже эта ситуация Синьцзепина не устраивает. Ему надо или победа над Украиной, или Путин должен найти какое-то прекращение огня и перемирие, и там еще какие-то переговоры. То есть тут у него тоже клин международный полностью. А где позитив? Вот у него где позитив? Никакого позитива нету. То есть с точки зрения перспективы у него позитива нету. Как вы думаете, что он в этой ситуации должен делать? Тем более, что его окно возможностей сокращается. Особенно в связи с тем, что вот сейчас пришла информация, что Джонсон поехал в Штаты, он будет встречаться и выступать перед сенаторами республиканской партии США, в клубе республиканской партии, то есть перед закрытыми высшими сообществами консервативного такого истеблишмента Соединенных Штатов Америки. Это очень важно. Естественно, он будет доносить информацию абсолютно, как свидетель, как тот, кто видел это, тот, кто знает это. То есть он будет отвечать в полной мере за базар. И у него колоссальный авторитет в этом плане. Вот вам это удар по Путину, да. Уже заявлено, что будут переданы вот эти бомбы, управляющие Соединенными Штатами, чуть ли не в новом пакете, который будет сейчас на 2,2 миллиарда долларов. А это же еще ленд-лиз не запускали, которые уже будут на 160 километров. Ну, ясно, что они уже будут долетать куда надо, и Хаймерсы есть. Сейчас Цезари опять еще дают французы, и плюс 600 там или сколько, или больше этих, даже несколько тысяч подготовят украинцев для ведения артиллеристов этой деятельности. То есть во всех отношениях снижение огневой боевой мощи украинской армии по-любому не будет. По-любому не будет. Плюс, если дадут вот эти бомбы на 160 километров, то это будет удар по всем базам, куда отвели эти россияне свою логистику, склады и прочее. Это полное уничтожение, сразу будет их сосредоточение живой техники, складов, РСЗО, С-300. То есть это страшный удар для них. И то есть получается что временной фактор, как шагреневое время сокращается для Путина, как шагреневая кожа. Плюс приезд будет Байдена в Европу, и уже как бы оговаривается, что будет встреча Байдена в Польше, Зеленского и Дуды. Это, конечно, будет очень серьезная встреча, и там будут приняты очень важные решения. Видимо, будут приняты решения по поставкам истребителей, но не с США, не с Польшей, а как-то они будут по-другому. Правда, Греция, например, сейчас отказалась вообще давать Украине эти леопарды. Непонятно почему. У них леопардов 2, вот этих модернизированных, 350 штук, а вот этих леопардов 1, я думаю, они там у них вообще законсервированные стоят, 500 штук. То есть вот леопард 1 можно ждать хотя бы 200 штук, но зачем они им, если уже есть леопард 2? Так возьмите, отдайте 200 или 300 леопардов 1, а взамен 100, там вам 150 возьмите себе леопардов 2. Но Мицетакис, он банкир, он ротшильдский мальчик, так же как Макрон. Поэтому о чем можно с ним говорить? Он совершенно в этом плане вообще не соображает, поехал в Японию и вот это там наговорил глупости.
Ну, понятно, может его уже и не будет, потому что против него в Греции серьезнейшие идут такие как бы процессы, потому что он не справляется, он не может справиться с геополитической, геоэкономической ситуацией, вызовами, которые перед Грецией стоят. То есть придут танки, но надо время. Опять время. То есть что это означает? Что у Путина фактически есть, вот смотрите, сегодня 1 февраля, вот реально у него до 24 февраля есть какой-то срок. И вот он, я так считаю, я вам говорил, он должен нанести удары ключевые по Украине. Поскольку он прорваться не может, на фронте прорваться не может, на том самом главном, естественно, пустить вооруженные силы там, в Сумской области или в Черниговской, у него нет сил, чтобы там прорваться. У него есть только один вариант, я вам неоднократно говорил, это нанесение ударов по центрам принятия решений. Я думаю, он их и нанесет. Вот я так вот исходя, пытаться, вот в чем суть стратегического управления, вы должны попытаться занять позицию вашего врага, противника, оппонента и попытаться, исходя из его статус-кво и из его положения, посмотреть, что он может сделать такого для вас очень вредного, плохого, и уничтожающего в данном случае, потому что это геноцидно-террористическая война, направленная на уничтожение народа Украины, страны и так далее, городов Украины, естественно, руководства Украины. Исходя из этого, я не вижу другого у него варианта. Ему надо в течение вот этого буквально 3 недель, ему надо нанести уничтожающие удары, сокрушающие удары, устрашающие удары по Киеву и по Львову. Вот 2 города, которые должны быть, это так называемые геноцидно устрашающие разрушительные удары. Я вам объяснял, как это будет по Киеву. По Львову тоже это будет бомбиться центр, там, где Садовой сидит. То есть ему нужна картинка по Львову, показать Польше, что ее ждет, и балтийским странам. А Киев он должен просто вырубить. Плюс он должен добить электрические энергетические мощности, чтобы они не подлежали восстановлению, и чтобы был перманентный уже вот этот блэкаут. Вот я бы так вам сформулировал его задачи, исходя из той ситуации финансово-экономической, геополитической, геоэкономической, энергетической, демографической и состояния его рабочей силы, внутренней ситуации, в которой градус накаляется социальных столкновений, противоречий в середине страны тоже. Вот я думаю, что он должен это сделать баллистическими вот этими инструментами, ракетами, С-400, Иксами, там какие есть, кинжалы и он это должен сделать, конечно. У него есть возможность, он к этому готовится. И я говорил, как он должен это совершить. То есть он переименует Волгоград в Сталинград. Он объявит себя воплощением инкарнации Сталина в одном лице вместе с Петром Первым. Проханов, кстати, про это уже не раз говорил, что Путин это инкарнация Петра Первого, Сталина, там еще приплел каких-то Ивана IV Грозного и так далее. Шизанутый. Путин, к сожалению, этим сумасшедшим Дугину, Проханову, Глазьеву, он им верит. Хазин, там у него еще есть и прочее, там всякая шушера. Плюс этот Кириенко. Не Кириенко, у него другая фамилия. То есть, фактически он в этом состоянии находится. Поэтому вот эти дни, собственно, они будут, мальчики и девочки, которые сидите в Киеве, во Львове, вы к этому готовьтесь. Они будут просто тяжелейшие. Вот. Но может ударить и по Литве, Латвии, Эстонии. Параллельно может быть удар по Эстонии и по Киеву, Львову. То есть он находится в цугцванге. У него абсолютно, у Путина критическая ситуация. Поскольку у него мозг уже не человеческий, то он должен совершить и нечеловеческие действия. Какие они будут? Вот исходя из какого-то рационального анализа на базе науки о стратегическом управлении, я бы так это сформулировал. Вирогідні сценарії. Поддержите Олега Игоревича. Всего доброго. И до новых встреч.